Привет, друзья! Это кухня со вкусом. Сегодня мы будем делать заготовки на зиму. Мы приготовим лечо из овощей. Это наш любимый рецепт, проверенный годами. Здесь мы не используем уксус, поэтому это лечо можно добавлять в гуляши, супы, щи при их приготовлении. Очень хороша такая закуска к мясу или любому гарниру. Вкусные и простые рецепты приготовления которых, конечно же, есть на нашем канале. Перечень ингредиентов вы видите на экране, также он есть и в описании под видео. Сначала подготовим все ингредиенты. Болгарский перец очищаем от семян, промываем и нарезаем на довольно крупные кусочки. Морковь мы нарезаем брусочками, так нам нравится больше. Но можно и натереть ее на крупной терке. Лук очищаем от кожуры и нарезаем четверть кольцами. Помидоры моем под проточной водой, разрезаем и удаляем жесткую белую сердцевину. Пропускаем подготовленные помидоры через мясорубку и переливаем их в кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный перец, морковь и лук. Все хорошенько перемешиваем. Ставим кастрюлю на плиту и доводим до кипения. Добавляем 1,5 столовые ложки соли, 150 грамм сахара и 150 миллилитров растительного масла. Еще раз все как следует перемешиваем и оставляем томиться на медленном огне на 1 час, периодически помешивая. Попробуйте! Если на ваш вкус лечо получается кисловатым, можно добавить еще 50 грамм сахара. По истечении этого времени снимаем кастрюлю с огня и раскладываем наше лечо по стерилизованным банкам. У нас получилось чуть больше 5 пол-литровых баночек. Накрываем наши банки с лечо крышками и закатываем ключом. Укутываем чем-нибудь теплым и оставляем до полного остывания. На следующий день убираем банки в прохладное место на хранение. Вот такое чудесное, невероятно вкусное лечо из овощей на зиму у нас получилось. Совсем немного времени и абсолютно простые и доступные продукты, и вы можете порадовать себя и своих близких ярким, насыщенным и невероятно вкусным лечо из овощей. Приятного аппетита! Ждем ваших комментариев. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых кулинарных рецептах. До новых встреч, друзья!